Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на новый альбом Мэрилина Мэнсона, который вышел 11 сентября этого года. Почему же была выбрана именно эта дата? Неужели это не просто так? Потому что это 11-й альбом Мэрилина? Или, может быть, из-за ужасной трагедии, которая потрясла весь мир? Но давайте не будем зацикливаться на этом, потому что впереди нас ждет действительно потрясающий, завораживающий, атмосферный и качественный альбом. С первых секунд нас встречает атмосферное интро, где Мэрилин начинает свой рассказ, периодически шепча нам что-то с ушка на ушко. Давайте рассмотрим строчки, которые он зачитывает чуть ближе. «Я могу воткнуть иглу в ужас и исправить твою слепоту. Смотрите, я был змеей, но я не понимал, что по воде можно ходить, без ног. Теперь я пчела, король пчел, и я уничтожу каждый цветок. И я покорю землю медом, и все съедят себя. Мои глаза зеркала, все, что я вижу, это боги слева и демоны справа». Создается ощущение, что данные строчки задают тему альбома. Почти в каждом треке есть упоминание смерти и самого Мэнсона, представляющего себя как некая сущность, которая не является ни богом, ни дьяволом, а некой сущностью в загробной жизни. Заглавный трек, как и остальная часть альбома, имеет много общего с альбомом Дэвида Боуи 1974 года «Diamond Dogs». В нем также присутствует интро повествования в виде трека Future Legend. Также взглянем на строчки «Я мусор или Бог», «Я мусор или Бог», «Церковь или мусорное ведро». На протяжении всего альбома кажется, что Мэрилин задает этот вопрос, ну либо, по крайней мере, работает в рамках своего повествования. Это отсылка к числу 666, к числу зверя. Мэнсон уже использовал подобную игру слов ранее, например, в работе This is the New Shit или в Misery Machine, также в припеве Deep Six. Первый сингл. Этот трек контрастирует с заглавным музыкально, в исполнении, атмосферно, но при этом не отходит от главной тематики. Несмотря на четкие отсылки к стилю пения Дэвида Боуи, общий тон песни имеет собственное значение, приободряя и настраивая слушателя в более спокойное, умиротворенное состояние. Я уже говорила об этом треке подробнее в реакции, поэтому если вам интересно, вы можете посмотреть, а сегодня я долго останавливаться на нем не буду. По мне, этот трек символизирует утешение и душевное спокойствие, которые поклонники могут найти в музыке Мэнсона. Мы также видим продолжение идеи о том, что он является какой-то сверхъестественной фигурой или символом. После небольшой передышки нас с напором встречает трек Don't Chase the Dead. Как же я люблю неповторимое исполнение Мэнсона. Я слышала многие попытки его скопировать, но все-таки он уникален. Как мне кажется, в этой песне говорится о том, что не нужно бояться смерти или гоняться за прошлым. Нужно жить здесь и сейчас, наслаждаясь моментом. Если эта ночь длится вечно, неважно, если завтра не будет. Мэнсон как будто начинает хитро и зловеще завывать для нас колыбельную, а в конце просто взрывается вместе с криком. Если смотреть на лирику, то я не уловила здесь однозначного посыла. То ли здесь говорится о звездах, которые пользуются своим положением и заманивают женщин, то ли о маньяках, то ли о религии, либо же о смерти. В первое прослушивание мне вообще показалось, что это колыбельная о любви. Возможно, Мэнсон ставит здесь в один ряд любовь и смерть, но я все-таки склоняюсь больше к варианту о теме смерти. Как будто бы она заманивает, окутывает и забирает. Тем более этот вариант больше всего соответствует тематике альбома. Мне очень нравится яркий контраст, который присутствует здесь. Один из любимых треков в альбоме. Данный трек встречает нас с мелодией, которая безумно знакома. Я ее где-то слышала, но никак не могу вспомнить где. Может быть, вы мне подскажете. Данная мелодия будет обрамлять песню на протяжении всего времени.
Теперь давайте взглянем на текст. Отсылка к песне Леонарда Коуэна 92 года, в которой есть слова «Звоните в колокола, которые все еще звонят. Забудьте свое идеальное предложение. Во всем есть трещина. Трещина. Вот как проникает свет». Я лично плохо знакома с творчеством Коуэна, я слышала какие-то легендарные треки, но разбираться в его творчестве это точно не про меня. Возможно, заглавную мелодию Мэнсон взял как раз-таки из работ Коуэна, но это только мое предположение. Кажется, как будто Мэрилин Мэнсон говорит о пессимистичном, за которым следует нечто оптимистичное, и постоянный контраст между треками это подтверждает. Infinite Darkness — это название картины, которую Мэнсон создал специально для обложки альбома We Are Chaos. Трек также означает начало второй части альбома. Что же это? Еще один трек о смерти? Да. По моему мнению, главный посыл трека заключается в том, что перед смертью все равны. Неважно, кто ты, какой у тебя статус, что вообще ты имеешь. В какой-то момент Мэнсон ведет повествование от лица смерти. «Отойди от меня, сатана» или «Отойди, сатана» — это выражение Иисуса в Новом Завете. Это был способ Иисуса Христа упрекнуть сатану, когда он пытался искушать его, предложив ему все царства мира в обмен на преданность Иисуса. В значительной степени это был ответ Иисуса людям, которые не соглашались с ним или пытались искушать его. Возможно, Мэнсон использует эту фразу, чтобы сказать людям, которые его не любят и пытаются как-то критиковать, чтобы они отвалили, либо же он использует ее в какой-то насмешливой манере. В начале трека Мэрилин Мэнсон размышляет о том, что мы получаем то, что мы заслужили, или мы заслуживаем то, что получаем. И также он говорит о том, что бесполезно пытаться кого-то изменить. В этих попытках изменить вы можете потерять сами себя. Здесь же Мэнсон как будто бы открывает себя для слушателей и говорит о том, что я такой, какой я есть. Я не особенный, я просто сломлен, и я не хочу исправляться. Это может быть прямая отсылка к немецкой сказке о Белоснежке. Или ее широко известная история о Белоснежке и 7 гномах, первоначально опубликованной братьями Гримм в 1812 году. Королева, героиня данной сказки, исследуя свою книгу заклинаний, находит рецепт спящей красавицы, заклинание, смешанного с ядовитым яблоком, которое могло оживить жертву только первым поцелуем любви. Она использует его против Белоснежки. Мэрилин Мэнсон, возможно, сравнивает себя со сломанной иглой проигрывателя. Когда эта игла повреждена, она начинает царапаться, что приводит к ухудшению качества винила. Когда это происходит, люди склонны убирать этот винил. Эта строчка может иметь определенную связь с некоторыми строчками с предыдущей песни, когда Мэнсон говорит «я не особенный, я просто сломлен и не хочу исправляться». Эта сломленная пластинка может также символизировать мертвого, которого вы больше никогда не увидите, не сможете поговорить и так далее. Альбом в целом раскрывает тему смерти, и буквально в каждом треке Мэнсон упоминает ее и рассказывает о ней. Что ж, давайте теперь сделаем какие-то выводы. После первого прослушивания мне показался этот альбом скучноватым. Мне показалось, что все треки сливаются и ничего не выделяется. Но в такие моменты важно дать альбому еще один шанс, послушать треки, разобраться в лирике, и тогда вы поймете, что каждый трек по-своему уникален. Да, они пересекаются в идее. Есть слабоватые, по моему мнению, песни, но я уверена, что найдутся люди, которые их по достоинству оценят, потому что все треки качественны. Если сравнивать с альбомами, которые были ранее, то все уже давно поняли, что Мэнсон ушел от прямой агрессии и дерзости, которая присутствовала в его первых работах. Но это не значит, что его творчество стало каким-то не таким.
Оно просто другое, более зрелое и спокойное. И это присуще всем артистам, которые уже долго на сцене. Однако он остался таким же мрачным, атмосферным, с ноткой дерзости. Какой Мэнсон нравится больше мне? Да я люблю все его творчество, и раннее, и то, что он делает сейчас. Скажу ли я, что новый альбом лучший? Не думаю, но я точно скажу, что вам стоит с ним ознакомиться, если вы все еще его не слышали. Я уверена, что если вы прислушаетесь к трекам, вы найдете что-то для себя и будете потом их гонять 24/7. Ну что ж, спасибо за просмотр. Напишите внизу в комментариях, что вы думаете по поводу этого альбома, какие треки ваши любимые. Спасибо за просмотр. Пока!